Украина получит 2 самолета дальней радиолокационной разведки от Швеции. Это очень важное пополнение украинского авиапарка и позволит более качественно управлять боем и обороной. Шведский премьер-министр представил пакет помощи, в который входят эти самолеты, украинскому послу. Весь пакет стоимостью более миллиарда евро включает в себя весь шведский запас бронетранспортеров 302-х, ракеты РБ-99, которые используют как на самолетах, так и в наземных системах ПВО, и артиллерийские боеприпасы. За последнюю неделю сразу несколько государств заявили о передаче пакетов помощи для Украины. Испания передаст более миллиарда евро, США – 275 миллионов долларов. Что за переломный момент или просто совпадение, мы спросили об этом у политолога Игоря Рейтеровича. Я думаю, что тут на самом деле совпало много факторов, в том числе и фактор, связанный с тем, что сначала была задержка с американской помощью. Многие соглашения, кстати, о гарантиях безопасности, они находились на этапе разработки, а сейчас начался период их там подписания. И они тоже предусматривают и финансовую, и военно-техническую помощь. Поэтому, скорее всего, вот тут совпали все вот эти вещи. Ну и определенная активизация, конечно, со стороны наших европейских партнеров, которая связана как, в свою очередь, активизация России на фронте, им надо было как-то на это реагировать, и они, соответственно, отреагировали вот таким образом, ну, то есть усиливая поддержку Украины, так и, в принципе, какие-то внутриполитические моменты, которые касаются там выборов, которые касаются того факта, что многие европейские политики, ну, поняли, что с Россией просто нет смысла договариваться, Россия не договороспособна в этом плане, и поэтому в этом контексте, ну, вот мы имеем то, что имеем. Да, помощи стало объективно больше. Ну, будем надеяться, что и в дальнейшем этот поток не уменьшится, а только увеличится, потому что все равно потребность в этой помощи есть и достаточно большая. Вместе с тем, с понедельника стартуют выборы в Европарламент. Предвыборный процесс начнется и в электронном формате тоже. И беспрецедентные меры безопасности обещают на этих выборах европейские политики. И, скорее всего, Россия не преминет воспользоваться ситуацией. Вместе с тем, Британия готовится к выборам премьера тоже. Как Путин может использовать это и не захлестнет ли Европу предвыборная нестабильность, мы поговорили об этом с политологом Игорем Рейтеровичем. Если мы сейчас посмотрим на ключевые страны, с определенной долей вероятности более-менее серьезные изменения, действительно, ну такого характера достаточно серьезного, могут быть только в Соединенных Штатах. Мне кажется, что во всех других странах, например, там, в той же Великобритании, среди различных партий есть консенсус касательно поддержки Украины, и поэтому тут явно не должно быть никаких проблем. То же самое касается Европарламента, там все равно будет коалиция, которая будет поддерживать Украину, и в этом плане нам не очень стоит волноваться. Хотя Россия, конечно, ставку на это делает и считает, что вот таким вот образом она сможет как-то ситуацию изменить в свою пользу. Но у них вряд ли что-то получится, поэтому у них единственная надежда это, собственно, на Соединенные Штаты, что там что-то кардинально поменяется, и то я думаю, что для них это не приведет к тем результатам, на которые они на самом деле рассчитывают.